Этот едет в Ирапуату. Этот едет в Ирапуату. Он сказал, что не едет. Понятно. Прибывает поезд, пока непонятно, куда он едет. На север, в нашу сторону, или все-таки на юг. Сейчас он повернет, и мы это увидим. Да, поворачивает на юг. На юг поворачивает. Это горловина одной из самых крупных станций в Мексике, станция Лечерия. Она тянется на десятки километров. Сюда постоянно прибывают поезда. Единственная проблема, точнее не единственная, что здесь, во-первых, охрана, а во-вторых, здесь, в этом самом месте, довольно-таки опасно, потому что, это окраина города. И люди здесь, они из бедных районов. Некоторые занимаются преступностью. И на самом деле некоторые нападают на мигрантов. Но в целом, я думаю, это опасный район, где может быть действительно опасно запрыгивать на поезд. Нас ждет очень опасное путешествие, поэтому я пришел сегодня помолиться Святой Смерти, попросить у нее благословения. Сюда помимо меня приходит куча мексиканцев, приносят смерти цветы, приносят свои подношения, какие-то донаты, доллары прикрепляют и так далее. Все для того, чтобы она защитила их от разных напастей, от разных бед. А в нашем пути всяких бед и напастей будет пруд-пруди. Поэтому я пришел сегодня попросить Святую Смерть, чтобы она берегла нас в этом пути. Тем более, что с ней я уже знаком довольно близко. И приходится пробираться по таким стрёмным местам индустриальным. Здесь припаркованы везде фуры. Живут бездомные. Как тебя зовут? Хуан. И что ты здесь делаешь? Жонглирую огнем. Зачем? Чтобы выжить. Сколько лет ты этим занимаешься? Лет 30? 30 лет. Там охранник смотрит на поезд. Нет, смотри. Он проверяет каждый вагон. Охрана выпроводила со станции только что. Охрана на нас наехала. Уходите, вам здесь нельзя находиться. И очень был охранник недоволен и злой. Прямо злой-злой. Придется обходить. И мы частично спалились, но мы сейчас в другую сторону станции отойдем. Пока что решили не заходить на станцию и подождать здесь, рядом. Здесь ходят работники железной дороги. Их очень много. А ночью как здесь? Тут пусто и нет. Спокойно. Не так. Опасно или нет? Нет, спокойно. Сейчас уже спокойнее, раньше было жестче. Да. Он едет быстро, чувак. Ты его не поймаешь. Да, быстро. Если остановится, хотя не думаю. Тогда мы везунчики. Нет, очень быстро, чувак. Но постоянно какая-то движуха есть, что внушает надежду. Но в целом неудивительно, потому что это одна из самых главных и крупных, это самая крупная станция в Мехико. Да ну нахрен, эти поезда ужасные, смотри, совсем убитые, чувак. Да. Как дела, брат? Ну что, уже? Вот это да. Хочешь косячок, брат? Что, брат? Ага. Хочешь затянуться, отец? Ты здесь живешь? Да, конечно. И люди уже почти не запрыгивают здесь, да? Нет, там дальше, в другом месте. В Уэуатоке? Да. Хочется поехать днем, поэтому пойдем сейчас в гости к одному знакомому, который здесь рядом живет. У нас впишет у себя, скажем так, парень с района. Хаваем здесь вкуснейший суп пасоли мексиканский. И вот я целую тарелку просто сожрал. Вот так живет чувак. Места не очень много, но, надеюсь, хватит на троих.
А есть У матрас тебя теннис, даже матрас есть? colchón también. Да, ничего себе. ¿Y qué puede А что ocurrir может случиться ahí там en на el районе? barrio? Ну, на районе у тебя могут украсть твои баллоны с краской, могут побить. Но кроме этого, не думаю, что что-то случится. Мне кажется, у меня тоже вид немного бандитский. И из-за этого они меня немного боятся. А когда я прихожу и даю им траву или воду, мне кажется, они начинают видеть меня иначе. И они просто говорят: ну, это опять он, да? То есть они не наезжают на меня. Уже не нападают на меня, уже не хотят ограбить или еще что-то. На самом деле уже против меня ничего не делают. Это потому, что я живу рядом с путями. А кто они? Ребята с района? Ну, не знаю. Ребята с района. Лет 20 назад я знал ребят с Мара Сальватруча, которые были здесь. Ну, не знаю, они приходят и уходят. Это мир, где люди приходят и уходят. А что ты здесь делаешь? Татуирую. Сколько стоит набить татуху? 2000 песо. Сколько лет ты этим уже занимаешься? Я бью татухи уже примерно 5 лет. Думаю, он сейчас появится из-за поворота. Что-то мне это подсказывает. Тут одни локомотивы. Уэвотоку? Думаю, да. Но сейчас он доедет до Теолуюкана. До Теолуюкана, да. Если хотите, залезайте. Залезайте и езжайте там лежа, а там слезете. А, да? Залезайте в следующий. Едьте лежа, чтобы вас не увидели. Да, класс. Поторопись, чувак, эта хрень уже сейчас уйдет. Эти чуваки — охрана поезда. Да, да. И лучше нам ехать рядом с ними. Да. Адская жара, приходится ехать под палящим солнцем и прятаться. Нет возможности спрятаться в тени, что нету тенька совершенно. Мы находимся, по сути, в одном вагоне от локомотива. Пабло, как ты? Устал. Как ты устал, если мы залезли 20 минут назад? Потому что чувствуется большое напряжение. Здесь все в муравьях, от них просто некуда спрятаться, уже обкусали. У меня здесь вся рука красная от муравьев и вся рука красная от солнца. Вот такие огромные развязки вокруг Мехико, эстакады. Огромный город, и пока мы едем по городу, нужно прятаться, нужно вот так вот лежать, как сейчас. Как только выйдем, можно будет немножко подрасслабиться. Охранники, которые разрешили нам сесть на поезд, они нормальные, чувак, что пустили нас на поезд. Могли просто сказать: нет, валите, не садитесь на поезд. Если мы вас увидим на поезде, у вас будут проблемы. Что случилось? Будут менять бригаду поезда. Сколько времени это займет? Максимум часа 2. Мы проехали, не знаю, километров 50, и он просто остановился, отцепился локомотив и уехал. Тебе надо быть осторожней со съемкой, чувак. Ты, по-моему, не понимаешь контекст. Мы в зоне, где воруют нефть из труб, чувак. Если эти типы решат, что мы снимаем, как воруют топливо, это будет огромная проблема. Поэтому моя паранойя другая, не такая, как у тебя. Потому что ты не местный, а я местный. Пробрались обратно в поезд, и мы поменяли бригаду. Только что подцепили новый локомотив, поезд как бы старый остался. Когда поезд поедет дальше? Да, когда выезжает. Предположительно, другая бригада уже подъехала, так что, наверное, где-то через полчаса. А, да, 40 минут. Круто, братан, спасибо. И вот эти вагоны — это единственное место, где здесь можно ехать, потому что все остальные — это цистерны. Само путешествие стало намного сложнее. Мы видели это в Личерии. Там нет мигрантов, буквально. Кажется, мы видели 2, когда в первый раз пришли туда. И вот этот маршрут один из самых сложных. Здесь постоянно досматривают поезда, здесь много охраны. Антимиграционная политика, которую внедрили Соединенные Штаты, похоже, работает. Потому что буферная зона теперь тянется вглубь Мексики, до южной границы. Похоже, это самый сложный маршрут из всех, что я проходил на этой линии.
Ты чувствуешь то же самое? Да, но у меня еще травма, может, поэтому. И это тоже то, о чем я переживаю. Поэтому для меня это вдвойне тяжело, потому что я чувствую, что отвечаю за тебя. Прибывает поезд, наш поезд, все стоит, мы никак не можем отправиться, и просто потрясающий закат, уже скоро стемнеет, и я чувствую, как буквально начинает холодать. Из-за груза наш поезд имеет очень низкий приоритет, поэтому мы едем медленно, пропускаем все составы. У нас груз — это цистерны с топливом, а вот эти вагоны, где мы сейчас едем, это специальные вагоны, буферные, на случай, если что-то случится, если, например, какое-то транспортное происшествие случится и загорится это топливо, да, в этих цистернах, то как бы, чтобы защитить локомотивы, чтобы огонь до них быстро не дошел, нужны эти буферные вагоны. Я весь покусанный муравьями, но кажется, что они ночью прятались, ночью их было меньше. Въехали в штат Гуанахуато, подъезжаем к городку Силая. Это очень неспокойное место, опасное. Надеюсь, просто его проедем. В целом штат небезопасный. Мультисистемас. Может, это Национальная гвардия? Нет, Мультисистемас. Да. И они были с той стороны. Они снимали поезд. Серьезно? Да. У них есть указание, что они не должны останавливаться нигде по маршруту, пока не доберутся до станции в Гуанахуато. Так что я не уверен, это ли они делают. Причина, по которой они проезжают на красный сигнал, в том, что им сказали не останавливаться. Пригнулись, прячемся от охраны. Очень много охраны вдоль путей. Это опасный штат. И здесь часто грабят поезда. Это просто крепость, повсюду вот такой забор, и хрен через него перелезешь. Просто крепость, и нам нужно как-то отсюда выбираться сейчас. Надеюсь, они... Извини, чувак, извини. Это крепость. Черт. Они прямо там, смотри. Да, я спрошу. Но на станции много охраны, но станция такая огромная, что просто... Ну, здесь сейчас нет охраны, она все там осталась. Когда мы заезжали на станцию, они снимали поезд. На телефоны снимали видео все. У них такой протокол, видимо. Надеюсь, они не станут до нас докапываться. Мы спустились из гор так-то, поэтому здесь очень-очень жарко. Очень жарко. Хочется пить. А сейчас прошелся, уже пару километров идем. Пытаемся все выйти со станции. Жестко. Живут бездомные, валяются одеяла, костровища. Там у кого-то логово внутри, лежанка такая. Здесь в Ирапуато находится организация, которая помогает мигрантам. Она называется Amigos del Tren, друзья поезда. И вот сейчас нам здесь дали еды. Это рис с бобами, с фрихолис. Сейчас будем есть, и здесь как бы любой мигрант может прийти, может попросить еды. У нас можно принять душ, есть туалеты, можно постирать одежду, выдаем пожертвования, нижнее белье, носки, трусы. У нас есть полный комплект одежды, чтобы они могли переодеться. Также мы даем им одну тарелку еды в день. А какие опасности угрожают мигрантам? Сейчас очень много наживаются на торговле людьми, похищении людей и эксплуатации людей. Это происходит только здесь, в Ирапуато? Нет, думаю, это уже по всей Мексике.
На самом деле опросы показывают, что 85% населения не чувствуют себя в безопасности, несмотря на пешее патрулирование армии и Национальной гвардии. Безопасности как таковой нет. Вот огромные буквы «Картель Халиско Нуэва Генерасьон» означают, что вот эта вся территория здесь, она контролируется картелем. А что случилось после того, как убили Менчо? Здесь было много конфликтов. Здесь жгли магазины Окса, перекрывали дороги. Город полностью опустел. Даже на второй день. Правда, доктор? Да, это длилось долго. Длилось 1,5 дня. Город выглядел как во времена ковида. Люди боялись выходить. Когда картель Халиско захватил город? Думаю, мы начали замечать и обсуждать это где-то в 2018-м. Они начали патрулировать улицы, пикапы с вооруженными гражданскими. Много пикапов. И они начали запугивать людей, которые были на улице. Много пили, тусовались. В то время было больше банд. Чолос, ребята с района. И они начали запугивать этих людей. Они не хотели видеть людей на улице. На самом деле, какое-то время был даже комендантский час, правда, доктор? Да, тебя не должны были видеть в 9-10 вечера. Даже точки продажи наркотиков закрывали в 8 вечера. И если тебя находили на улице, где ты просто шляешься, тебя останавливали. «Эй, чувак, что ты тут делаешь?» Здесь такая схема у уличных грабителей. Это грабеж на мотоцикле. Мы называем их мотокрысами. Это ограбление людей. Едут двое, слезают и грабят тебя. Они грабят прохожих, людей, которые идут пешком по пустым улицам. Еще воруют автозапчасти. Это самое повседневное воровство здесь. Как это работает? У них есть разрешение от организованной преступности или как? Нет, здесь они грабят сами по себе. На самом деле, когда организованная преступность искала одобрение людей или расположение местных, это был их способ завоевать людей. Они начали убивать воров, начали убивать тех, кто грабил, тех, кто занимался вымогательством. Как сейчас обстановка на улицах? На улицах все спокойно. Мы патрулируем район с моими товарищами. То есть, насколько я вижу. Если хотите, мы должны спросить командира. Я сама видела, как высаживали людей, которые ехали в автобусе, чтобы за ними приехали их семьи, потому что автобусы поджигали. Мафия поджигала? Именно. Поэтому звонили водителям ради безопасности, понимаешь? Типа, оставайся, высади людей и дальше не езжай. И ты все это видела? Да, я все это видела. Рядом с домом, где я живу, сожгли аптеку. Как отсюда можно уехать на поезде? Начиная отсюда, из Ирапуата, единственный поезд, который подходит, чтобы продолжить путь на север, поезд с железной рудой. Потому что от Ирапуата и южнее можно передвигаться на любом поезде. А здесь, если залезть на грузовой поезд, многие из них едут под охраной, потому что там уже ценный груз. Или многие сворачивают в Пуэрто-Интериор, а там такое место, где очень много полиции. Поэтому единственный поезд, на котором вас не трогают, не грабят и который не останавливают, это поезд с железной рудой. Ждали товарняка на север. Здравствуйте. Извините. Один вопрос. Вы не знаете, будет ли какой-нибудь поезд на север? Не могу сказать. Не знаете? Спасибо. Это был просто работник. А этот поезд едет в Гвадалахару. Забрались в этот поезд на глазах у охраны. Практически они отвернулись и заехали на нем внутрь самой станции.
Он проверяет поезд. Я не уверен, это путеец или охранник. И сейчас либо этот же самый поезд отправится, либо какой-то на станции. И мы должны узнать, какой. Но нужно сидеть тихо. Здесь очень грязно.